Всем привет! 26 июля 2018 года я впервые выложил видео на YouTube под названием «Как активировать распознавание лиц в приложении Google Фото». Всем привет! Меня зовут Слава. Сегодня я хотел бы рассказать, как активировать функцию распознавания лиц в приложении Google Photos. А так как я выкладываю это видео уже 26 июля 2019 года, то получается, что у моего канала день рождения, ему исполняется ровно 1 год. И, естественно, в день рождения канала я захотел снять какое-то видео, но не хотелось снимать банальщину по типу «Ой, спасибо, что вы со мной целый год, я вот так старался, снимал столько видео, вы смотрели, поддерживали меня, спасибо вам огромное». Нет, это, естественно, спасибо огромное, но мне захотелось снять что-то другое, и я подумал, конечно же, всем интересно, кто сколько зарабатывает. Сколько ты зарабатываешь? И сейчас я вам расскажу, что вообще нужно сделать для того, чтобы начать зарабатывать на YouTube, потому что сейчас это не так просто, как было те же 5-7 лет назад. Также на своем личном примере я расскажу, сколько реально можно зарабатывать денег, если вы снимаете видео о технике, приложениях, смартфонах, в общем-то, как это делаю я. Ну а также я хочу дать некоторые практические советы тем, кто только хочет начинать заниматься YouTube, ну а также это видео будет полезно тем, кто уже занимается YouTube и не может понять, почему он зарабатывает слишком мало по сравнению с другими. Потому что я пообщался с некоторыми коллегами по цеху и выяснил, что у них дела с монетизацией обстоят не так хорошо, как могло бы быть, и поэтому я выделил несколько пунктов того, что можно делать, чтобы зарабатывать на YouTube с родной монетизацией намного больше, чем вы зарабатываете сейчас. Но сейчас будет достаточно много цифр, потому что мне нужно рассказать о том, чего я смог достичь на YouTube за 1 год. Как раз таки вы соотнесете эти цифры с моим заработком на YouTube и можете это экстраполировать на другие каналы, которые могут быть намного больше, чем мой. Итак, для тех, кто впервые на моем канале, то я уже упоминал в начале, что я занимаюсь технотематикой. То есть снимаю видео о смартфонах, о приложениях, о наушниках, о телевизорах. В общем, все то, что как-то связано с миром электроники и технологий. И за все это время я отснял, смонтировал и выложил на YouTube 87 видео, то есть одно видео раз в 4 дня. И из этих 87 видео 30 у меня набрало более 10 тысяч просмотров. И если не считать вот эти вот 30 видео, то также еще в дополнение к ним 4 видео у меня набрало более 100 тысяч просмотров. И в общей сумме все мои 87 видео смогли набрать за год 1 миллион 600 тысяч просмотров. И из этого 1 миллиона 600 тысяч просмотров за 1 год у меня было 7 миллионов 200 тысяч минут просмотров. А этот показатель считается более важным, нежели чем просто сухие просмотры, потому что просмотр это просто ткнул на видео, и это уже считается просмотром. А время просмотра, то это уже сколько ты именно смотришь видео, и он считается более важным для YouTube, и на заработок он тоже, кстати, влияет. И если перевести вот эти вот непонятные 7 миллионов 200 тысяч минут просмотра видео, то это получается 120 тысяч часов, либо же 5 тысяч дней, либо 13,5 лет. 13,5 лет, Карл, это просто дохренище, блин, я не знаю, я даже чувствую какую-то вот некоторую ответственность перед людьми, которые меня смотрят, потому что они тратят время своей жизни на меня, и вот получается, я уже забрал чьи-то 13,5 лет жизни, и все-таки стараюсь урезать всякие вот эти вот вдохи, либо какую-то непонятную инфу, в общем-то, не затягивать и без особой воды. И что касается такого показателя, как подписчики, лично мне слово подписчики не особо нравится, мне кажется, что оно уже сейчас стало слишком обезличенным, каким-то бездушевным. Я предпочитаю называть своих подписчиков зрителями. Так вот, за целый год на меня подписалось более 9 тысяч людей. И это просто дохренище, потому что я сам родом из маленького поселка, где проживает около как раз таки 9-10 тысяч людей. И я представляю вот эти вот масштабы, и это просто немножко взрывает голову. И если мы берем в масштабе года, то это получается примерно 25 человек в день на меня подписывалось. Естественно, что когда-то это было 200, когда-то это было и 2 человека в день. И если соотнести совокупное количество просмотров на моем канале к людям, которые на меня подписались, то это получается где-то 160-170 просмотров на одного зрителя. И это на самом деле очень жесткая статистика, потому что если взять любой мой день, примерно пусть будет 5 либо 10 тысяч просмотров, и поделить их примерно на 165, то получится как раз таки то число, которое на меня подписалось. И это работает каждый день, я не знаю почему так. У каких-то каналов это 50 человек, это прям вообще офигенно, но в большинстве я замеряю это в основном от 200 до 250 на всех больших каналах. И естественно, что на больших каналах этот показатель будет намного больше, чем у маленьких каналов, потому что у них все-таки на одного зрителя приходится намного больше просмотров, чем у только начинающих ютуберов. И теперь мы наконец-то поговорим про монетизацию, собственно, то, ради чего этот ролик и создавался. Итак, сейчас для того, чтобы начинать зарабатывать на YouTube, тебе нужно иметь минимум 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров, и все это должно быть вместе. И если вы только заходите на YouTube, и вы какой-то неизвестный человек, у вас нет тысячи друзей, и вы не снимаете какой-то супер хайповый контент, то я лично набирал полгода как раз-таки 1000 зрителей и 4000 часов просмотров. Но вот с 4 часами 1000 просмотров было полегче, а вот 1000 было реально сложно набрать. И я очень благодарен всем тем, кто поддержал меня на самом старте.
огромное вам спасибо. Так вот, как я уже сказал, начал я 26 июля 2018 года, а первую свою монетизацию я смог включить только уже 13 января 2019 года, то есть как раз таки прошло полгода. И за все это время чисто только на монетизации YouTube с января по июль я смог заработать $1200. Если посчитать, то из одного года я монетизировал свои ролики только 193 дня. Если поделить 1200 на 193, то получается $6,2 в день. Конечно, где-то было меньше, где-то больше, но в среднем 6,2. И как я уже говорил в начале, я общался с некоторыми своими коллегами по цеху по YouTube, которые также занимаются либо техноканалами, либо чем-то другим они занимаются. Так вот, у них цифры, вот примерно при тех же цифрах, что и у меня, то есть около до 10 тысяч зрителей на канале, у них цифры значительно ниже. Я не знаю по каким причинам, но, по крайней мере, я так проанализировал и выделил правила, по которым все-таки можно зарабатывать больше на YouTube. Итак, первое, казалось бы, самое банальное, но тем не менее это имеет огромное влияние на заработок. Важно то, о чем вы снимаете свои видео. Возьмем, например, тот же самый техноблогинг, которым я занимаюсь. Это могут быть как и полноценные обзоры смартфонов, телевизоров, наушников, так и обзоры приложений, какие-то новостные ролики, либо просто разговорные. Все то, о чем вы снимаете, имеет огромное влияние на заработок. Потому что YouTube каким-то неведомым образом анализирует, о чем видео. Это может быть как и новостное видео о каком-то смартфоне, так и обзор этого же смартфона. И вот при одинаковых равных просмотров и при одинаково равной длине этого видео обзор будет зарабатывать намного больше видео, а новостное видео будет примерно зарабатывать раза в 2 меньше. И сейчас небольшая ставка, если я на монтаже посмотрю, что я забыл об этом сказать. Так вот, по моей градации, что приносит больше всего денег, по крайней мере то, что я точно знаю по своему опыту. Автомобильная тема, там это номер один, как мне кажется, вообще в принципе на YouTube. Там просто дофигища денег. У меня есть ролик про Яндекс.Драйв, и даже при его небольших просмотрах, там от 10 до 20 тысяч, он принес денег примерно как ролик на 50 тысяч о каком-нибудь гаджете. После автомобильной тематики, естественно, идут полноценные обзоры гаджетов, если мы говорим про техноканалы, то есть снимайте полные обзоры на смартфоны, на наушники, на какие-нибудь любые другие гаджеты. Не просто говорить об этом, рассказать, что вот там Xiaomi сегодня представила там очередной Xiaomi Mi там 20, и вот он такой крутой, все, всех порет, будет бестселлер. Нет, нужно покупать эти смартфоны, нужно немножко потратить денежек, либо с кем-то договориться, найти этот смартфон и отснять полноценный обзор. Я не знаю как, но YouTube понимает, что это обзоры, и он туда пихает более дорогую рекламу, и, соответственно, ты с этого зарабатываешь больше. Ну а также немаловажный факт, чем дороже техника, тем ты больше с нее зарабатываешь, потому что, например, у меня есть видео о макбуках, и при совокупных просмотрах их и какого-нибудь другого видео, они зарабатывают примерно на 20% больше, нежели чем, например, видео о самсунгах, о смартфонах. Поэтому это дорогая техника, и, соответственно, зарабатывать ты на ней будешь больше, потому что реклама на этих видео будет стоить дороже. Ну и последний тип видео, который приносит меньше всего денег, по моим наблюдениям, это новостные видео и разговорные, вот как сейчас. По определенным причинам YouTube оценивает такие ролики намного меньше, нежели чем обзоры гаджетов, либо автомобилей. Поэтому, если вы снимаете какие-то новостные ролики, либо вам просто нечем снимать, хочется поговорить, то такие ролики нужно будет снимать чуть ли не каждый день, чтобы хоть как-то вывозить и за это зарабатывать. Потому что обзоры гаджетов, как я уже сказал, приносят намного больше денег, примерно в 1,5-2 раза больше, нежели чем обычное новостное видео. Также второй немаловажный факт – это длина видео. Итак, как я сказал, огромное влияние на заработок имеет длина видео. Если ваше видео меньше 10 минут, то туда можно вставлять только либо рекламу в начало, либо же в конец. А если видео будут больше 10 минут, то можно вставлять рекламу как в начало, так и несколько рекламных пауз во время видео, и рекламка будет еще и в конце. Причем вы можете выбирать, сколько нужно вставить рекламных пауз. Там 1, 2, 3, неважно. Если вы, конечно же, уважаете своих зрителей, то вы будете вставлять по минимуму рекламки, ну хотя бы 2 вот на 10-минутный ролик, это, я считаю, приемлемо. Третий пункт – это субтитры. Кажется, как они могут давать больше просмотра и заработка денег. А вот как они еще могут? Смотрите, субтитры также индексируются YouTube, и, соответственно, они могут выдаться каким-то иностранным зрителям, но также важно перевести описание и название ролика также на английский язык. И поэтому, если вы добавляете хотя бы английское название, описание, так еще и субтитры, то его могут смотреть англичане, американцы, англичане, канадцы, австралийцы. А я скажу так, что если, например, в России и в Украине это $2-4 за 1000 просмотров, то, например, Великобритания, Канада, США это от 8 до $20 за 1000 просмотров. Разница существенная. И поэтому, если вы зайдете практически под все мои ролики, то там будет не менее 10 субтитров не только на английском языке, но также на немецком, португальском, французском. В общем-то, я проанализировал, выбрал все самые те горячие языки, которые нужно бы добавить, чтобы меня мог смотреть практически весь мир. И последний, 4-й совет – правильно оптимизируйте свои ролики. Название, в принципе, может быть практически любым, но главное, чтобы оно было цепляющим, но также и ключевое слово там обязательно хоть одно должно быть.
Ну а также помимо ключевых слов, то есть тегов под любым видео, когда вы загружаете, нужно еще и правильно составить описание. И для этого я вам рекомендую пройти Академию YouTube. Там достаточно все подробно расписано. Не прям, что прям слишком точно, но вы, по крайней мере, догадаетесь, как нужно правильно составлять SEO для YouTube, чтобы оно хорошо вас индексировало и вы выводились при поиске хотя бы в топ-10, а это определенно влияет на просмотры в долгосрочной перспективе. Ну и в принципе вывод, стоит ли заниматься YouTube как полноценным видом деятельности вместо работы? Можно, но нужно иметь минимум 500 000 просмотров в месяц, чтобы как-то выживать, потому что у меня сейчас, например, выходит $150-200 в месяц, а это вообще не деньги, если вы, например, живете в крупном большом городе, вы даже квартиру за эти деньги не снимете. И поэтому, если вы хотите прийти на YouTube тупо за заработком денег, то сейчас, скорее всего, это просто так не получится сделать, потому что если вы, опять же, не хайпанете, то вы будете биться в стенку очень долго, вам это, скорее всего, не будет нравиться, и вы вообще ничего не заработаете, потому что нужно набрать хотя бы 1000 человек на канал и 4000 часов просмотров. Но если вам есть о чем сказать людям, вы разбираетесь в какой-то тематике, то определенно стоит попробовать снять хоть пару видео на YouTube. Возможно, оно зайдет и вам это как-то понравится, как мне, потому что лично я начал от того, что мне хотелось как-то делиться с миром то, что я знаю о технологиях, то есть давать какую-то пользу людям. Плюс меня это потом еще затянуло снимать видео, и вот, в общем, мне пока что это все нравится, плюс еще и деньги какие-то дополнительные приносят. Естественно, что поначалу вообще ничего не будет приносить, потом будет приносить мало, но если вы проявите терпение и вы будете идти к своей цели, то у вас определенно все получится, и это будет приносить вам поначалу неплохой пассивный заработок, а потом, возможно, это и станет не то, что вашей работой, но будет приносить существенную долю в вашем заработке, что определенно хорошо, потому что, во-первых, занимаешься любимым делом, так еще и деньги за это платят. Это, как говорят, идеальная работа, но, опять же, это занимает очень много времени и сил. Это не просто так, что ты сел на камеру, что-то наговорил. Если ты хочешь снимать качественно, то это будет занимать очень много времени. Я считаю, что это полноценная работа. Лично для меня это сейчас работа номер 2, хотя я ее таковой и не считаю. Как обычно, огромное спасибо, если вы досмотрели это видео до конца. Скоро у нас будет разбор Google Pixel 2, где мы меняем бракованный модуль камеры. Потом будет обзор Google Nest Hub, Google Home Mini, очередные серии Android Ligbez и много другого интересного. В общем-то, увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока.